Всем привет! У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Дева. Мы посмотрим сферу отношений, любви, карьеры, работы, бизнеса, финансов. Также получим совет или предупреждение от Таро. Ну и посмотрим сюрприз или неожиданность на Ленорман. Что ожидает представителей знака зодиака Дева в период с 15 по 31 августа. Так, здесь у нас карта кризиса выпала. Это кризис может быть финансовый, у кого-то может быть проблемы со здоровьем. Также эта карта может говорить о кризисе в отношениях. Ну, раз она выпала, я должна на нее обратить внимание. Девы, вторая половина августа. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Ух ты, у меня две пошли. Угу. Так, чтобы вам видно было. Что вас ждет в любви? Первая карта для тех, кто состоит в отношениях или в браке. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Так, куда мне эту пятерку пентаклей положить? И совет или предупреждение от Таро. Угу. Так, на дне колоды туз кубков. Ну, туз кубков у нас это новое начало. Это может быть начало новой любви, нового проекта, бизнеса. Это может быть исполнение вашего желания. Карта говорит, может быть, какие-то приятные новости, события, происшествия. Это то, что заставит ваши эмоции вот через край. Может случиться в конце августа какое-то очень счастливое и приятное событие. Тут может быть или новые отношения, любовь. У нас здесь девятка кубков. Также это может быть зачатие. Кто-то узнает о беременности. Вот тройка, расширение. Но это может быть связано и с вашей работой. Кто-то может выиграть судебный процесс. У кого-то может быть сделка по покупке и продаже недвижимости, ввод наследства, какие-то официальные документы или судебные дела. Но если вы участвовали в каких-то процессах, тут карта говорит, что наконец-то будет вынесено решение, которое вас порадует. Может быть, это получение новой должности или новой работы. Так, давайте посмотрим еще Ленорман, Девы, вторая половина августа. Сюрприз или неожиданность? Так, в начале этих 15 дней у вас две карты не очень приятные. Здесь выпала восьмерка мечей, ограничения, может быть, самоограничение, и рыцарь мечей. Здесь может быть связано со здоровьем, пятерка пентаклей. Кто-то может простудиться. У кого-то может быть рыцарь мечей. Будьте аккуратнее. На улице аккуратно переходите пешеходные переходы. Если вы сами водители, то аккуратней. Здесь или может быть какая-то неприятность на дороге, в дороге. То, что поспособствует ограничению, например, в передвижении. Так, еще здесь могут быть какие-то новости неожиданные.
То есть вот восьмерка. Человек не может двигаться. У него есть очень много препятствий. Здесь приходит какое-то неожиданное известие. То ли вам придется куда-то сорваться в дорогу, помчаться, то ли эти новости или сообщения могут вас неожиданно как-то поразить. Так, что здесь? Тут может быть, конечно, и конфликт с кем-то. На работе, например. Не дают вам вот показать себя как специалиста. Или знаете, вот по этим картам здесь кого-то ждет очень большое признание в обществе. Во-первых, получение каких-то неожиданных документов. Те, которые разрешат вам то ли присоединиться к какой-то группе, то ли к какому-то сообществу. Но по звезде это может быть какая-то дальняя цель, к которой вы долго шли. То есть вот не могли вы действовать, что-то вас сдерживало, здесь что-то проясняется. Так, я хочу еще одну карту, потому что я еще не поняла, к чему у вас выпала вот эта пятерка пентаклей. И здесь у нас совет еще пятерка мечей. Она говорит, не воюйте, ни с кем не конфликтуйте. Если здесь вы не можете действовать и начнете как-то выпускать пар на кого-то, вот карта говорит, этого не делайте. Да, люди не виноваты, что у вас что-то не получается. Но вот какие-то документы вы получите. Может быть, это, знаете, еще, мы же смотрели, это судебные дела. Может быть, никак не решался этот вопрос. Затянулось все это. Карта вам говорит, не суетитесь, вопрос решится в конце августа. Давайте мы все-таки вот тут уточним, что здесь. Дороги у вас какие-то открываются. Дороги у вас открываются, и вы одерживаете победу. Ну, я уже это сказала, с чем это связано. Может быть, это связано со здоровьем. Может быть, кто-то, вот расширение. Тут у кого-то может известие быть о беременности. Для тех, кто, например, в отношениях или в браке. Может быть, были проблемы со здоровьем. Ну, вы этот вопрос решите. Но для этого вам нужно будет куда-то, может быть, поехать. Может быть, это в другой город, может быть, в другую страну. Найти хорошего специалиста. Вот мага. Тот, который поможет вам выздороветь или решить этот вопрос. Но в любом случае, с чем бы у вас тут ни было это связано, карта говорит, что вас ждет успех. Здесь вот я говорю, может быть у кого-то какая-то поездка, командировка или продвижение по карьерной лестнице, или получение новой работы. Здесь ведь тоже король пентаклей. Это занять очень хорошее положение. Может быть, вот вы долго работу искали, пятерка, да, бесплодные усилия, а пятерка пентаклей это уже кризис и финансовый, потому что нет хорошей работы. Тут вы получаете какие-то очень благоприятные известия, что вас присоединили вот к какой-то группе. То есть вы могли получить признание как специалист, вы могли поступить на какую-то работу, вот, может быть, это связано с общением. Кого-то могут пригласить на какое-то мероприятие, может быть, наградить вас. То есть вот оценить ваши достоинства, как специалиста, например. Хорошо, давайте посмотрим для тех, кто в отношениях или в браке. Здесь карта тройка жезлов, здесь карта расширения. Кто-то, может быть, будет расширять свои владения. Это покупать, может быть, участок земли или менять там квартиру с меньшей на большую. Кто-то будет увеличивать членов своей семьи. Ну, у кого-то дадут известие о беременности. Также это может быть покупка, продажа недвижимости, или может быть вот старший аркан справедливости, это ввестись в наследство, мир. Это окончание, причем если это было судебные затяжные дела, вы как-то решите этот вопрос более-менее мирно. Не знаю, может быть, договоритесь наконец-то с людьми. Почему-то карта говорит, не воюйте, не конфликтуйте. Вопрос решится. Кто-то, может быть, планирует куда-то уезжать. Это может быть другой город, может быть, другая страна. Вот я говорю, присоединиться к какому-то другому обществу. Может быть, это другая национальность. Потому что деньги будут тратиться на какие-то перемены. Это может быть переезд, смена места жительства. Это может быть поездка в отпуск, конечно. А также это может быть именно иммиграция. Ну, давайте мы тройку жезлов уточним. Да, десятка пентаклей. Здесь решение крупных дел, связанных с домом.
семьей, с домом, с наследством, с недвижимостью, покупка, продажа, может быть переезд реально куда-то. Здесь еще может быть получение поддержки от вашей семьи. Десятка может говорить, когда разъезжаются или когда, наоборот, объединяется семья. У кого-то может быть расширение семейного бизнеса. Может быть, вы будете открывать новые точки. Может быть, вы получите очень хорошую прибыль от ранее проделанной работы. Какие-то заказы отправите, проекты. Ну, получите хорошую прибыль. Да, для кого-то здесь смена статуса. Кто-то становится родителями, а кто-то, может быть, готовится к свадьбе. Хорошо. Для тех, кто... То есть вот исполняется ваше желание, да, заветное. Для тех, кто в поиске любви, ищите. Да, девятка кубков говорит о том, что вы будете очень хорошо проводить время. Ну, вы на пороге любви. Мир. Заканчивается один этап вашей жизни, может быть, этап одиночества, и начинается этап уже, когда вы будете в паре. Это приглашение на свидание. Вот здесь какой-то... Я для кого-то говорила, может быть, вас пригласят на свидание. Пятерка выпала. Это карта одиночества. И вам говорят, что да, сейчас вы на пороге нового чувства. Это когда вот мы общаемся с человеком, и нам даже не хочется расставаться. Скорее всего, в этих отношениях мужчина будет очень активен. Поэтому общайтесь, встречайтесь. Да, есть шанс познакомиться. Может быть, даже по миру. Это даже интернет. Ну, как вариант. Тогда письмо говорит, что будет очень много общения, коммуникаций, переписка. Хорошо, для тех, кто работает, у кого бизнес, ну, здесь старший аркан смерть, здесь идут перемены. Тут вы можете менять работу. Может быть, вы уйдете с одной работы, поступите на другую. Может быть, вот вы долго мечтали получить какую-то должность. Да, здесь карта говорит, идут перемены. Но вам тут нужно будет постараться, потому что, может быть, по колеснице это какой-то руководящий пост. То есть тут будет рост полномочий, рост, может быть, вашего статуса. Да, нужно проявить себя, проявить свою коммуникабельность, таланты, умение договариваться. У кого-то может быть вообще смена места жительства. Может быть, реально вот вы работали пока до поры до времени, но вы что-то ждали. Работа, которая вам не давала показать себя как специалист. Это, я говорю, может быть смена должности. Это может быть неожиданный выход из каких-то ограничений. Когда вот начинается какое-то новое, вот вы кидаетесь с энтузиазмом что-то покорять, какие-то захватывать новые территории, новые сферы деятельности и одерживаете победу. Но шестерка еще это не только победа в делах, это еще карта признания. Вот как здесь, это именно признание вашего умения, вашего таланта. Ну и достижение, конечно, желанных целей. Ну и все-таки вот эти две карты говорят о дороге победителя, но она будет у вас как-то неожиданно. Хотя, скорее всего, вы этих документов ждали. Поэтому, может быть, кто-то здесь вообще будет куда-то уезжать, менять не только сферу деятельности, а может быть, менять местонахождение. Давайте вам одну карту. Вот здесь может быть новое назначение, здесь может быть король мечей, это, например, ваш начальник. Или это получение каких-то документов, которые разрешают вам уехать. Может быть, у кого-то были судебные дела, именно связанные, не знаю, с незаконным сокращением или увольнением. Здесь карта говорит, вы суд можете выиграть. Ну, если не вернуться на эту работу, ну хотя бы получить какую-то компенсацию. Хотя вот это все-таки карта говорит об удовольствии. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, здесь ложится ваша карта. Да, во-первых, вы можете найти работу, занять очень хорошую должность, положение. И опять же, здесь признание вас среди коллег, среди какого-то общества. Может быть, это вас примут на какую-то работу, но, скорее всего, это что-то, какая-то руководящая должность. Здесь вас оценят по достоинству.
Ну, может быть, еще карта говорит, вы что-то новое начнете, может быть, что-то свое, какой-то свой бизнес. Может быть, вот выиграете какое-то судебное дело, получите свои деньги и сможете наконец-то реализовать что-то, какой-то проект. Здесь карта говорит, да, новое начало, это здорово, но постарайтесь здесь не рисковать. То есть постарайтесь сохранить уже то, что у вас есть. Но вообще король Пентаклей показывает об увеличении доходов, может быть, о получении очень хорошего места. Ну или вам кто-то даст дельный совет или вас поддержит. Ну, для женщин, может быть, это ваш супруг, отец, может быть, какой-то спонсор, может быть, как протеже. Ну, финансы здесь колесница, да, здесь решение финансовых вопросов, здесь поступление денег. Это вот вырваться из каких-то, может быть, вот по пятерке пентаклей, может быть, с каких-то трудностей. Кто-то может найти работу, то есть открывается новый канал, кто-то получит хороший заказ. Да, здесь еще, знаете, для тех, кто работает, тут не обязательно смена работы или получение новой должности, или куда-то уехать. Здесь, может быть, реально закончить один проект и начать новый. Да, может быть, король мечей это или ваш начальник, или какой-то крупный заказчик. Кто-то будет тратиться на переезд, может быть, кто-то в отпуск поедет, кто-то в командировку, но опять же траты. Но вообще всегда колесница говорит об улучшении текущей ситуации. И в конце 15 дней у вас ложится маг, карта может показывать вас. Она говорит, проявите активность, решайте все вопросы, которые будут перед вами стоять. То есть у вас все получится. И договориться, и решить, войти в любую дверь, получить от кого-то поддержку. Ну или здесь вам нужно найти или получить совет от какого-то знающего специалиста. Но маг – это специалист высокого уровня. Может быть, с кем-то посоветоваться. В совет предупреждения пятерка мечей говорит, не конфликтуйте. Если вы сейчас будете втянуты в какую-то изнуряющую борьбу, то понимайте, что вот в этой борьбе победителей нет. Но и сами не провоцируйте людей на какие-то разбирательства, конфликты. Ну, будьте, может быть, вот мягче. Потому что все-таки вот две карты кризиса как бы выпали. То есть вы победите в том вопросе, в котором, может быть, вы будете конфликтовать. У вас есть шанс выйти из этого конфликта мирно. По миру мирно, да, решить этот вопрос. Но здесь нужно быть справедливым и с самим собой, и с теми людьми, с кем вы будете здесь разбираться. Но в то же время карта может говорить, если на вас будут нападать, вести себя как-то нечестно, то обязательно дайте отпор. Да. То есть тут у всех по-разному. Ну а здесь карта, я говорю, какие-то приятные новости, которые принесут вам надежду. Сад показывает, что откроются, может быть, какие-то новые двери. Но и вы тоже проявляете коммуникабельность вот, по магу. Не закрывайтесь в себе, общайтесь. То есть вот вы новости, которые... То есть вы окажетесь в гуще каких-то событий. Но по звезде это или исполнение вашего заветного желания, или это реально признание вас в обществе. Может быть, кто-то вообще станет каким-то известным актером, или какую-то роль получите звездную. Или, не знаю, клип свой выложите в интернете, и у вас появится масса поклонников. Ну, это как вариант. Или вы какой-то проект получите, сдадите, или какую-то должность, где вы сможете проявить себя с лучшей стороны. Хорошо. Давайте еще получим для вас совет вот такого оракула. Это у нас королева Луны. Совет для дев на вторую половину августа. Какой вам совет даст оракул королевы Луны? Power. Power – это сила, это мощь. И карта вам советует, вот сейчас почувствуйте свою истинную силу, энергию, вот по магу. Самое главное, не зажимайтесь и не скрывайте, кто вы есть на самом деле. Вот покажите себя с самой лучшей стороны. Вот то, что вы умеете. Вы сейчас вот по этой силе обладать будете очень большим магнетическим воздействием на людей. Ну и у нас еще и маг лег.
Поэтому воспользуйтесь вот теми возможностями, которые предоставит вам Вселенная вот в эти 15 дней. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.